Приветствую, друзья! Природа словно вышла из равновесия, катаклизмы охватили весь мир. За один день планета пережила десятки ударов. Кажется, что стихия только набирает обороты. И это реальность, которую невозможно игнорировать. Но мы начинаем. Итальянский регион Тоскана в четверг столкнулся с разрушительными последствиями сильнейших ливней. Экстремальное количество осадков привело к внезапным наводнениям, подтоплениям и угрозе гидрологической опасности в нескольких провинциях. Особенно тяжелая обстановка сложилась в Ливорно, где внезапный ливень всего за один час превратил городские улицы в бурные потоки воды. Местные метеостанции зафиксировали беспрецедентное количество осадков – около 120 мм за 60 минут, что создало огромную нагрузку на городскую инфраструктуру и парализовало движение. В провинции Пистойя за 12 часов выпало более 180 мм осадков, при этом часовой максимум составил рекордные 50 мм. Эти ливни стали причиной значительного повышения уровня воды в реке Омброне. Серьезные подтопления зафиксированы и в районе Филатеры, где за 12 часов выпало свыше 200 мм осадков. Власти провели экстренную эвакуацию жителей из зон наибольшего риска. В ряде муниципалитетов региона было принято решение о закрытии школ. Движение на многих ключевых дорогах и автомагистралях оказалось полностью заблокировано из-за воды и нанесенного мусора. Ситуация в регионе остается напряженной, угроза наводнений сохраняется, пока реки не вернутся в нормальное русло. На производственной площадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларусь-Калий» в цехе мембранного электролиза произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты. В результате инцидента произошло повреждение соседнего резервуара, в котором находилась соляная кислота. В результате происшествия пострадали 4 работника предприятия, которые получили химические ожоги и комбинированные травмы. Все они доставлены в Солигорскую центральную районную больницу. На месте работают службы МЧС, химическая служба и пожарная. Утечка приостановлена, а жидкость была перекачана в железнодорожную цистерну. Администрация предприятия заявила, что город Солигорск не попадал в зону химического заражения, цеха работают в штатном режиме. Вчера утром в Туле на Пролетарском мосту произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Трамвай, двигавшийся по маршруту, сошел с рельсов, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с 2 маршрутными такси. В результате аварии 4 человека скончались на месте. Число пострадавших, по уточненным данным, составляет 25 человек. Минздрав Тульской области сообщил, что 21 пострадавший был госпитализирован в медицинские учреждения города, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительной причиной схода трамвая с рельсов названы недостатки трамвайного полотна. По сообщениям местных СМИ, состояние путей вызывало вопросы и ранее. В частности, разрушения на этом участке были замечены за 2 дня до трагедии. Сильная пыльная буря накрыла в пятницу столицу Узбекистана Ташкент, а затем распространилась на Джизакскую область. Видимость в затронутых районах резко ухудшилась, что привело к затруднению транспортного движения и ухудшению качества воздуха. Жителям было рекомендовано соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома. По объяснениям метеорологов, причиной бури стало резкое изменение погодных условий – столкновение холодного воздуха, пришедшего с севера, с теплыми воздушными массами с юга. Это привело к образованию сильного ветра, который поднял пыль с сухой поверхности Земли. В четверг вечером в нидерландском городе Метерен скоростной пассажирский поезд врезался в грузовик, который оказался на железнодорожном переезде и не успел его вовремя покинуть. Несмотря на экстренное торможение, приближающийся поезд, следовавший из Роттердама в Нijmegen, не смог избежать столкновения. Удар пришелся на переднюю часть локомотива и прицеп грузовика. По счастливой случайности обошлось без погибших, однако 3 человека получили легкие травмы. Это водитель грузовика и 2 пассажиров поезда. Они были доставлены в больницу. Сильные ливни, обрушившиеся на южные регионы Италии, в пятницу вызвали масштабные наводнения в ряде населенных пунктов. Наиболее тяжелая ситуация наблюдалась во Флориде, на Сицилии и в Крапани в Калабрии.
Во Флориде, расположенной в провинции Сиракуза, проливной дождь, не прекращавшийся несколько часов, привел к быстрому затоплению городских улиц. Вода хлынула в подвалы и на первые этажи жилых домов и коммерческих помещений. Аналогичная ситуация сложилась и в Крапане, в регионе Калабрия. Сильные ливни вызвали резкое повышение уровня воды в местных реках и ручьях и привели к их выходу из берегов. Несколько дорог в районе Крапани оказались перекрыты из-за подтоплений и сошедших оползней. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, направив в пострадавшие районы команды спасателей. Эти наводнения стали частью более широкой волны непогоды, которая затронула большую часть Италии в конце октября. Хотя основные штормы сместились на север, южные регионы остаются под угрозой. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. В районе Малкаджигири, города Хайдарабад, произошел обвал горной породы, в результате которого огромный валун рухнул на припаркованный автомобиль, полностью раздавив его. Несмотря на серьезные повреждения, по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. В момент происшествия в автомобиле и рядом никого не было. Это позволило избежать трагедии. Власти призвали жителей быть бдительными и, по возможности, избегать парковки или нахождения в непосредственной близости от скалистых склонов, особенно в условиях неустойчивой погоды. Жители Магадана и Ольского района обеспокоены масштабным пожаром на острове Недоразумение, который полыхает уже более 5 дней. По сообщениям очевидцев, ночью горящий остров напоминает вулкан Везувий, а густой дым от пожара окутал город. Огонь стремительно уничтожает уникальную природу Колымы, которая является главной туристической достопримечательностью региона. Лесные массивы и растительность на глазах превращаются в пепел, оставляя после себя выжженную землю, восстановление которой займет долгие годы. Для борьбы с огнем были привлечены специалисты авиалесоохраны, однако, судя по поступающим сообщениям, локализовать и потушить пламя до сих пор не удалось. Несколько районов австралийского штата Квинсленд вчера подверглись удару сильного шторма, который принес с собой аномально крупный град. Размер отдельных градин, по сообщениям местных метеорологов, достигал 8 сантиметров в диаметре. Шторм затронул в основном юго-восточные регионы штата. Повреждены десятки автомобилей, серьезные повреждения получили также сотни домов, повреждены крыши, окна и солнечные батареи. В затронутых районах серьезный ущерб нанесен урожаю и посевам. Экстренные службы штата находятся в состоянии повышенной готовности, проводятся работы по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим. В среду власти уезда Хуалянь на Тайване вновь открыли участок стратегически важного провинциального шоссе, соединяющего национальный парк Тароку и Тяньсян. Это стало возможным после успешного и контролируемого сноса, образовавшейся после оползня плотины, которая с 17 октября перекрывала движение. После разбора небольшого участка уровень воды в озере упал примерно на 18 метров всего за 40 минут. Ремонтные бригады немедленно приступили к осмотру объектов инфраструктуры и очистке дорожного полотна от грязи и наносов. Сейчас транспортные средства могут здесь беспрепятственно проезжать. Затопленные ранее участки дороги больше не представляют опасности. Несмотря на восстановление транспортного сообщения, власти подчеркивают, что ситуация в регионе остается потенциально опасной. Участок реки Ливу ниже по течению до самого устья остается зоной повышенного риска. Провинция Куонг-Нам в центральном Вьетнаме продолжает сражаться со стихийными бедствиями, охватившими регион после продолжительных ливней. В результате схода селевого потока погибли 3 человека, еще один числится пропавшим без вести. Селевой поток обрушился непосредственно на одну из деревень, вызвав серьезные разрушения. По данным командования гражданской обороны провинции, по состоянию на 31 октября масштабы наводнения в регионе огромны – 3608 домов под водой, эвакуировано более 11 282 человек. В среду над Эквадором, недалеко от провинции Эсмеральдас, в небе пронесся яркий болид.
По данным Норвежского центра космических исследований и Космического агентства Эквадора, это был контролируемый возврат в атмосферу остатков спутника Кластер-3, часть миссии Европейского космического агентства. Большая часть обломков сгорела на высоте от 80 до 100 километров, но несколько крупных кусков достигли поверхности океана в 200-300 километрах от побережья. Тропическая депрессия, сформировавшаяся после циклона Монта, который обрушился на Индию 28 октября, принесла влажный воздух на южные склоны Гималаев. В результате произошло самое крупное за вторую половину года выпадение осадков в виде снега. В высокогорных районах снежный покров превысил 20 сантиметров, местами достигая 1 метра. Из-за высокой лавиноопасности были закрыты туристические маршруты на Эверест с тибетской и непальской сторон. Синоптики утверждают, что сложная погодная обстановка сохранится в регионе как минимум до 3 ноября. Сильный ливень, обрушившийся на город Говернадор Валадарис в Бразилии, вызвал масштабные затопления, повреждения инфраструктуры и серьезный транспортный коллапс. Всего за 2 часа в городе выпало 88 миллиметров осадков. Это количество превышает среднюю норму осадков за весь октябрь, что свидетельствует о чрезвычайной интенсивности стихии. Наиболее серьезно пострадали районы Гран-Дукеса, Санта-Эфигения, Турмалина, Пенья и Вилла-Униан. Во многих местах улицы превратились в реки. Серьезный ущерб нанесен припаркованным автомобилям и зданиям. В центре города был полностью затоплен подземный переход. В этом переходе водитель оказался заблокирован в своей машине прибывающими потоками воды, но, к счастью, был своевременно спасен прохожими. По данным синоптиков, причиной непогоды стало прохождение циклона у побережья Бразилии и активное поступление влажных воздушных масс с Атлантики. Местные власти призывают жителей пострадавших районов к бдительности и осторожности, так как сохраняется риск новых осадков. В четверг на муниципалитет Белен в колумбийском регионе Путумайо обрушились проливные дожди, которые привели к резкому повышению уровня местных рек и ручьев, что вызвало внезапный паводок. Вода затопила дома, улицы и сельскохозяйственные угодья. Информации о пострадавших или погибших на данный момент не поступало. Службы гражданской обороны проводят оценку ущерба. Власти предупреждают жителей низинных районов о сохраняющейся опасности паводков в связи с сезоном дождей в регионе. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.